Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня поговорим о проклятом султане в Османской империи, почему так его прозвали, судьба проклятого султана и первые предвестники распада Османской империи. Давайте разбираться. Обязательно подписывайтесь на канал, с нами будет еще интереснее. Итак, по сериалу «Кесем Султан» вы, наверное, видели, как Осман, который считался пасынком Кесем, убил своего брата Мехмеда. Историки рассказывают, что Мехмед был влиятельным шахзаде и с помощью Кесем, его матери, мог свергнуть Османа II с престола. Именно из-за этого Осман II решил возобновить братоубийство. Когда немые шли убивать шахзаде, то он кричал проклятие в сторону Османа и просил, чтобы Всевышний отобрал трон у его брата так же жестоко, как он у него жизнь. После смерти Мехмеда через 4 месяца на Стамбул обрушились жестокие морозы. Таких морозов никогда не было в Стамбуле. Замерз Босфор и начался голод. После всего этого ужаса народ схватил султана и казнил его, дабы закончилась эта суровая зима и их простил Всевышний. Да, это интересная легенда, в ней есть только 2 факта верных, а все остальное вымысел. Первое. Осман действительно убил своего брата. Второе. Была суровая зима и голод. Но убили Османа совершенно по другим проблемам. Итак, начнем с истории. Осман начал ворошить осиное гнездо, и им считались корпусы янычаров. Народ уже кипел из-за того, что Осман II стал первым султаном, который нарушил традицию и взял в жены не наложниц из дворца, которые обычно были чужестранками, а свободную турецкую женщину. Жена султана стала Айше Хатун, дочь Исата Эфенди, Акили Ханым. Но он также проверил, что янычары обворовывали казну. И там творился полный бардак. Так Осман принял решение провести несколько реформ. Первое – упразднение корпуса янычар. Второе – создание новой армии. Третье – Осман хотел перенести столицу Стамбула в Бурсу. Четвертое – отделение государства от религии. Пятое. Осман решил пересмотреть все законы, которые были при Мехмеде Завоевателе и Сулеймане Великолепном. Также Осман запретил государственным служащим брать жены девушек из султанского гарема. На этом фото вы можете увидеть султана Османа со своим будущим убийцей Давуд Паша. Лицо Давуда стерто. Из-за того, что у Османа не было крепкой поддержки, янычары восстали против изменений и свергли Османа. Они его заточили в темницу и после издевались. В конце Османа задушили и отрезали ухо. Это был первый султан, которого свергли его же подчиненные. На момент смерти Осману было 18 лет. Султан правил 4 года. Это был первый предвестник распада Османской империи. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не терять с нами связь. С нами будет еще интереснее.